Когда-то давным-давно я рассказал про лимфоузлы в задней ноге. И с тех пор меня все мучают, почему лимфоузел не вырезал. Почему лимфоузел не вырезал? Дело в том, что лимфоузлы у скота, ну, скажем, у варана, есть не только в задней ноге. Они есть еще вот и здесь, между шеей там, и лопаткой. И ну, здесь тоже, разумеется, есть. Это, кстати говоря, вот эта задняя нога. Здесь была голяшка, которую мы отрезали, потому что она нужна была для моих житейских надобностей. Мы с ней плов приготовили. Где же находится этот самый лимфоузел и почему его надо вырезать? И в каких случаях его надо вырезать? Ну, во-первых, далеко не всегда. Надо вырезать только если животное уже достаточно взрослое или есть вероятность, что баран был не вполне здоров. Вот тогда лимфоузлы могут иметь какой-то там запах. А так, в принципе, задок, вот это кусочек от тазобедренного сустава, пусть стоит на месте. Вот здесь вот эта задняя мышца, ее надо аккуратненько приподнять, и мы все увидим. Можно увидеть этот лимфоузел и вот отсюда. Видите, вот нога вот так шла, вот он, вон там. Вот до него сейчас и доберемся, какая проблема. Возьмите небольшой, но острый нож и разрезайте строго между мышц. Не трогайте сами мышцы, чтобы мышцы остались целыми. Вот одна запчасть от него. Его, собственно говоря, он в самом кармашке. Но еще раз повторяю, если это молоденький барашек и есть желание запечь заднюю ногу целиком, либо вообще всю тушу целиком, ну как вы тогда вытащите этот лимфоузел? Ничего страшного, пусть там остается и все будет в порядке. Но сейчас у нас здесь образовался замечательный карман. И этот карман я использую особым образом. Вот здесь у меня есть хороший курдючок, причем уже даже засоленный курдюк. Я его готовил для того, чтобы закоптить однажды. Копченый курдюк очень вкусен бывает. И из этого курдюка я отрежу несколько пластинок, которые уложу вот сюда, в этот карман. И этот курдюк сделает баранью ногу изнутри еще сочнее и ароматнее. Взять бечевку, да и перевязать, чтобы теперь это место не раскрывалось. Вот и все, нога к запеканию готова. Осталось только ее как следует посолить, ну и по желанию поперчить. Бараньей ноге, если честно сказать, никакие другие приправы не нужны. Хотя можно вот даже пожарить лук с морковкой и поместить сюда, вот именно в этот карман. Получится очень вкусно, получится мясо, похожее на плов. Ну, а можно и так оставить. Вот посолили, сколько соли прилипло на поверхность мяса, столько и достаточно. И точно так же поперчили. Остался главный вопрос. Где же ее запекать? Чтобы и с дымком, чтобы температура правильно, чтобы получилось идеально. Есть у меня такое устройство. Есть. Идемте, покажу. Я говорю о пеллетном гриле Экер. Сейчас я вам объясню, как он устроен. Решетка, на которой лежат продукты. Снизу, под этой решеткой, большая металлическая пластина, такая вот довольно тяжелого металла. Она распределяет тепло. Тепло, которое выделяется там где-то пониже. Еще раз сейчас покажу. Вот еще одна пластина тоже для распределения тепла. И теперь загляните сюда вовнутрь. Вот цилиндр, где горит топливо. Здесь горят пеллеты. Сейчас я вам покажу, что такое пеллеты, и объясню, почему они горят очень правильно. То есть две пластины позволяют распределить тепло абсолютно равномерно. И обратите внимание, что эта пластина имеет уклон, и капающий жир стекает в одну сторону и собирается вот в этом небольшом ведерке. Удобно, умно устроено, еще бы. Разумеется, здесь есть встроенный термометр, и я включаю нагрев.
Это температура внутри гриля. Какую хотите, можете выставить, там почти до 300 градусов. Но я думаю, что хорошо было готовить градусов при 150. Этого будет достаточно. И до какой температуры? Вот здесь сейчас стоит 107 градусов. Поменяем. Так много не надо. Для баранины отличная температура будет. Да, пускай вот будет 76. Это будет полная готовность мяса. Собственно говоря, сам кусок мяса, баранью ножку, уже можно уложить на решетку. Пусть стоит, потому что сейчас дымок пойдет. А сами пилеты засыпаются вот сюда, вот в этот бункер. Некоторые думают, что они здесь и сгорают. Ну, по типу, как устроены смокеры. Но это не так. Здесь они хранятся, и отсюда, вот там внизу этот шкив, вот как у мясорубки, он их подает постепенно в камеру сгорания. И там есть специальное устройство, которое поджигает их. И ровно столько пилет, сколько необходимо для поддержания температуры, столько и поддается. Поэтому температуру в этом гриле можно настраивать с точностью 1, 2, 3 градуса. И он поддерживает эту температуру сколь угодно долго. Это очень удобно. Ну и кроме того, приятный дымок, потому что эти пилеты сделаны там не из сосны, не из березы. Эти пилеты изготовлены из яблони. Поэтому они пахнут при сгорании очень вкусно. Я не знаю, сколько времени простояло мясо, и вам это тоже не надо. Когда вы купите себе гриль, пилетный гриль Эггер, вам надо забыть про секундомеры, про таймеры. Засыпали, поставили требуемую температуру готовности, и у вас все получается. Все получается сразу, беспрекословно. Ровно так, как надо. Посмотрите, ну разве может быть еще красивее? И вот сейчас есть у меня дилемма. Значит, мы тут проголодались все. Гриль работает отлично, запахи стоят волшебные. Это мясо прямо сейчас резать нежелательно было бы. В хороших ресторанах такому мясу дают постоять, чтобы оно остыло градусов до 55 примерно. И только потом это мясо начинают резать. А сначала его накрывают, вот у них, кстати, такие красивые эти тазики с ручкой сверху, накрыли, принесли потом на стол гостям, открываются, те говорят ура, ура, им нарезают тоненькими ломтиками. У нас все не так. Дорогие друзья, вот это моя книга номер 5. Она есть уже у многих из вас, радует. Очень полезная, очень красивая, очень большая, очень тяжелая. А вчера начата печать 11-й книги. Книги о татарской кухне. Книга будет называться «Земля, душа и еда татар». По размерам, вот по таким физическим размерам, она будет вот такая. То есть еще больше, чем книга «Казан». Только она будет еще толще. Здесь 280 страниц. А в татарской книге получилось так, что будет 440 страниц. Дешево такая книга стоить не может. Но начиная с издания моей самой первой книги «Казан Мангал», каждый раз я устраивал для моих подписчиков особые акции по продаже книги. И вот пока еще книга не поступила на склады, вы можете оплатить эту книгу по значительно сниженной цене. Ну, скажем, до 1 октября. Просто заходите на мой сайт stalik.ru. Здесь сейчас напишу вот stalik.ru. Прочитали, да? Ну, запомнили? Наберите в интернете, заходите на этот сайт, там найдете эту книгу. Ее можно заказать либо с автографом, но тогда уже без скидки, либо с хорошей скидкой. Выбирайте, что вам нужнее. И вы получите эту книгу первыми. Кстати говоря, книга о татарской кухне, моя первая книга, которая издается не только на русском языке,
Но вот прямо сейчас одновременно с русским тиражом печатается еще и небольшой английский тираж. Если у вас где-то есть родные, друзья, знакомые в тех странах, где не говорят по-русски, вы можете приобрести для них книгу на английском языке. Разумеется, небольшой тираж обходится дороже, чем большой тираж, поэтому книга на английском языке будет немного дороже. Но нам-то с вами что беспокоиться? По-русски она будет стоить своих денег, я вас уверяю. Так что поторопитесь. После 1 октября уже не просите о скидках. Будет та цена, которая все равно дешевле себестоимости этой книги. Потому что мы можем продавать эту книгу по тем ценам, которые вы увидите на сайте, только потому, что у нас были хорошие спонсоры. А если бы без спонсоров, вот чисто на коммерческих условиях, цена этой книги должна была бы быть минимум 15 тысяч рублей. Да она и выглядит на все 15. Мы люди простые. Мы от яблок-то огрызки не оставляем, да, съели, да и все. Поэтому да и нарезать, и посмотреть, какое оно там внутри. Сейчас будет сок брызгать в разные стороны. И вот это не совсем правильно. Понимаете? То есть я знаю, как правильно, но делаю неправильно. Шумахеру можно нарушать правила дорожного движения. Здесь косточка. Курдючок внутри растаял и пропитался. И вот какое мясо. Мясо полностью розовое, до самой косточки, видите, да? Пропеклось от и до. Ну и говорят, ты не пробуешь. Ну чего пробовать? Ну я попробую, сейчас скажу, что это очень вкусно. И все, вы мне поверили, что ли? Сами приготовьте так и поверьте. Пилетный гриль Эггер. Ссылка в описании к ролику, и вы не пожалеете. Я эту вещь себе оставлю. Хорошая вещь. Очень хорошая вещь. Саша, будешь? Пока. Приятного аппетита.